Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня я дам небольшой урок по правильному штрихованию. Наша система обучения держится на 3 китах. Первый кит – правильное штрихование. Штрих должен быть мягким в начале и в конце, и более плотным в середине. То есть он легкий на вылет в начале, усиливается и заканчивается такой же легкой линией. Сейчас я нарисовала большой, чтобы просто было понятно. Вы должны научиться штриховать мелко, часто, почти друг на друге лежат штрихи, чтобы не было между ними пустот. И есть еще другой штрих, он более длинный. Это вам пригодится в штриховке бровей, больших площадей и в растяжке цвета. Вы должны, вот первое задание, примерно 4-5 взмахов в секунду научиться штриховать. Правильно штриховать — это когда вначале легко, потом небольшое усилие и опять легко. Карандаш надо брать мягкий, потому что твердым карандашом будет все выглядеть светлым и правильным. Вот такие бесконечные столбцы рисуете. Неправильно рисовать вот таким образом, когда жестко входит карандаш, а в нашем случае это будет игла, в кожу, и жесткое черное начало, и такое же окончание. Вот этот штрих, он неправильный. Вы должны научиться опять от тонкого. То есть я могу это же самое сделать и ярким движением, просто чуть-чуть изменив усилие. Но опять-таки и начало, и конец этого штриха максимально воздушные, легкие. Итак, первое задание — это вот таким образом. Маленький штрих штрихуете, столбик, бесконечно, пока не научитесь его рисовать легким в начале и в конце. И точно так же вы рисуете большие штрихи, примерно получается сантиметр в длину. Он должен начинаться и заканчиваться максимально в одном и том же месте. Я имею в виду, он не должен скакать, он не должен быть разной ширины, разного наклона, то есть стабильность должна появиться. Самые распространенные ошибки — это когда вы воткнули и сделали грубо, когда вы сделали с пробелами, где-то плотно, где-то пустоты, потом опять плотно, то есть рука скачет, и вы не можете стабильно, равномерно вести вот в одну сторону. Третья ошибка — это когда под разным углом у вас там могут они быть, эти штрихи, тоже неправильно. Они должны быть либо просто абсолютно параллельны друг другу, либо также параллельны друг другу, но под наклоном. Можно менять, усложнять себе жизнь. Но это в следующем задании будет. Но они должны быть абсолютно параллельны друг другу и начинаться практически друг от друга. Лежать друг на друге, чтобы не было пустот вообще. Вот эти столбцы, когда вы ведете правильное движение, совершаете, то есть, допустим, это маленькое, давайте я большое покажу, вы должны тоже во втором примерно столбце начать усложнять для себя. То есть вы ведете нажим 1, потом вы ослабляетесь, у вас должно пойти равномерное ослабление света, насыщенности. Какое-то время штрихуете ослабленно, потом усиливаетесь постепенно. То есть у вас должна быть такая уверенная плавность движений, и таким образом вы научитесь создавать переход цвета от светлого к темному. То есть это делается частотой штриха, раз, и это делается усилием. Вы должны владеть всеми навыками вот этими. Примерно вот такая должна быть линия, постепенно от светлого к темному идущая. Много, пока вы не сделаете это идеальным движением. Неправильно — это когда вы просто, то есть ваше движение, у вас рука, вы штрихуете, стараетесь, и у вас получается то слишком сильно, то потом бах-чирк. Так вот эти же все движения в коже оставят пятна. И вы должны научиться сначала это делать идеально карандашом, потом переходить к тренировке на латексе.